покупают себе кофе за 700 рублей. Родители заставляют их учиться тратить свою большую зарплату. Опять на вахту работать, зарабатывать. Привет все! Почему миллениалы не любят зумеров? Они называют их инфантильными, безответственными и ленивыми. Я думаю, что мы с ними живем в разных вселенных. И именно зумеры поняли раньше жизнь, чем миллениалы. Зумеры живут моментом, они живут здесь и сейчас. Они поняли, что в ближайшем будущем они не могут позволить себе купить квартиру, да и возможно вообще. Поэтому они покупают себе кофе за 700 рублей и радуются этому моменту здесь и сейчас. Это их момент, и он настоящий. А миллениалы же живут где-то между прошлым и будущим. Приведу пример с вахтовиками. Сейчас я вот немножко пройдусь. Нет, не пройдусь. Здесь наледенело очень, поэтому я вот так вот похожу немножечко по краю. Пример с вахтовиками. На вахте он думает о том, как приедет домой, будет тратить свою большую зарплату, как будет заниматься любовью со своей девушкой, либо женой. Дома он думает о том, что скоро ехать опять на вахту, работать, зарабатывать деньги опять свои большие. Зумеры же не держатся за свои рабочие места, потому что они понимают и знают о том, что зарплата что у врачей, что у продавцов, что у доставщиков еды плюс-минус одинаковая. Поэтому они не держатся за рабочие места. Миллениалы же держатся за свои рабочие места, им говорят установить, сами знаете, какое приложение, а иначе уволим. И они его устанавливают. Стабильность зумерам. Поэтому я думаю, при зумерах и альфа жизнь изменится, потому что они честны сами с собой. Они не будут никогда идти на поводу. Вот. Но не все, конечно. Также в стране нехватка очень кадров. Очень часто по новостям я слышу о том, что не хватает работников. Потому что почему это происходит? Родители заставляют их учиться, они отучиваются, получают эти корочки, да, и просто их забрасывают, а сами идут в более такие места. Ну, те же доставщики еды, например, что он также зарабатывает, только ответственности меньше. Вот и все, там, идти на какую-то там медсестру, убирать там столько ответственности, да, там, ухаживать за пациентами. Зачем это нужно? Вот. Миллениалы же, они будут держаться за свои рабочие места. Зумеры не тупые. Они чувствительные, они очень эмоциональные. И самое главное, они честны сами с собой. В этом их и сила. Приведу пример. Однажды с братом на лагерном саду мы последними такими теплыми вечерами кидали мячик баскетбольный в кольцо. И увидели на рампе, делают молодое поколение, делают трюки на велосипедах, в самокатах, скейтах. Я говорю брату, давай подойдем, посмотрим, ну прикольно будет. Мы подходим, и я наблюдаю такую картину. Парень лет 15-16 пытается сделать трюк на велосипеде, и раз за разом у него не получается это сделать, и он очень расстраивается по этому поводу. И я даже с ним начал уже переживать вместе с ним. Настолько он был чувствителен и эмоционален. Это было искренне, это было честно. И знаете что? Друг подошел к нему, обнял его за плечо и сказал следующие слова: не переживай, друг, у тебя все получится. И это было настолько круто. Я тогда подумал: вау, вот бы у меня были такие настоящие друзья. Это был настолько такой чувствительный и трогательный момент, что я сам аж практически прослезился.
Вот. Мои друзья только могли сказать мне: фу, лошара, ты дно, у тебя ничего не получается. И тогда, конечно, бы ты очень сильно еще расстроился, и ты бы вообще никогда этот трюк не сделал. Так что я считаю, что зумеры, они настоящие, чувствительные, эмоциональные, не идущие там на поводу у кого-то, никогда не будут там, если им не нравится это делать, делать то, что их заставляет. И они сами, они такие, как есть, являются сами собой. Они не пытаются там изображать, там кого-то копировать. Да, конечно, разные люди есть, но в основном такие. Ну, конечно, и всякое отслоение общества есть. Так что я уже начинаю нести всякую это. Но вот о чем я сегодня хотел рассказать. Разницу между миллениалами и зумерами. Это не где-то я там вычитал, это мое личное наблюдение. Будьте собой. Пока. Увидимся.